Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня я буду делать классный полотенцедержатель. Мне так понравилась эта идея, я ее встретила на просторах интернета и решила тоже сделать. Вот смотрите, я пользуюсь вот таким колечком, не знаю, откуда оно у меня, может, от какой-то сумки. Вырезала кружочек из картона. Можно еще использовать вот ненужный браслет, как у меня. Можно взять диск старый, потом вот такой. Вот у меня есть колечко. В общем, можно использовать все, что есть под рукой, все, что найдется, более-менее подходящее для этого. И вот этот кружочек я теперь возьму и вот такую ткань зелененькую с желтым возьму и вырежу сейчас окружность побольше. Так вот я на глазок отчертила. И сейчас я это вырежу. Потом соберу на нитку, вставлю внутрь вот этот вот свой картонный кругляшок и затяну. Как бы мне нужно тканью обтянуть картонную заготовку. Можно, кстати, вместо картона использовать пластиковую папку. Ну, как я уже говорила, диск можно старый взять, ненужный. Вот, может быть, еще что-то у кого-то есть подходящее. Вот так вот я сейчас соберу все на нитку и обтяну. Ну, так как я решила взять вот такой цвет зелененький с желтым, то у меня круг недостаточный, как бы недостаточного размера. Желательно мне было бы побольше. Тогда все у меня, когда я затянула, сомкнулось бы в середке, а у меня там осталось большеватое отверстие. Но сейчас я покажу. Вы поймете, что я имею в виду. Вот так вот я когда затянула, видите, и у меня очень много осталось открытого пространства. Это же все потом закрывать надо. Ну, хотя, когда там сверху другими штучками все заложится, заклеится, в общем-то, и такой не будет видно. Но я к чему? Что даже вот у меня было в обрез вот такой расцветочки, да, и все равно я сделала. А у кого-то, если есть возможность, можно сделать, чтобы полностью закрыта заготовочка была. Так, теперь я возьму ленточку зеленую, атласную. И вот таким образом я сейчас вот здесь вот буду заклеивать. Делать 2 петельки, верхнюю и нижнюю. Сейчас покажу. Вот таким образом я все это заклею. Видите, мне хотелось тут закрыть этот круг весь картонный. И мне пришлось вот так вот немножко раздвинуть концы ленты. Так, сейчас я клеем своим, который никак у меня не закончится, промажу. Краешки вот я оплавила. Ну, можно и не делать этого, все равно там все заклеится. Так, сейчас вот я клей здесь выдавлю. Клей это из фикс прайса, мастер клей. Почему-то у меня вот так сплющилась бутылочка, непонятно из-за чего. Раньше не было такого. Ну и вот так вот испортился этот пузыречек, и теперь проблематично выдавливать клей из него. Вот, и вот так сейчас заклею. Здесь еще намажу в серединке. Вот. И потом буду декор делать сверху. А декор у меня будет красивый. Ой, мне так понравилось. Так, вот смотрите, можно большое колечко вставить. Ну, я вот решила маленькое вставить, чтобы показать все варианты, которые с маленьким колечком. Потому что большое это не у всякой рукодельницы найдется кольцо там или браслет. А вот какие-то маленькие колечки, ну, больше шансов, что есть. Вот. Так, вот так все сделаю. Если у кого-то, знаете, даже есть раньше
они были очень популярны, когда у нас, помню, вот у родителей тоже струны были натянуты вместо карниза. И были такие кольца с прищепками, чтобы шторы вешать. Вот такое вот колечко с прищепкой тоже идеально подойдет сюда. Но у меня, к сожалению, нет. Так, вот я решила сверху еще колечко добавить. Вспомнила, потому что на гвоздик же вешать, ну или там на крючочек, как раз тоже колечко сверху нужно. Вот. Так что сверху и снизу по колечку. Все, заготовочка у меня готова. Основа как бы. Теперь я буду делать украшение, декор. Я возьму для этого тюль. Вот у меня двух цветов. Можно, кстати, использовать пакет обычный, если тюля нет. Я эту идею увидела, там рукодельница, она из пакета делала. Я решила из тюля сделать. Вот. Буду делать я головки чеснока. Вот смотрите, я оторвала, вернее, отрезала кусочек ткани. Теперь вот такой вот комочек синтепона, и мне нужно будет это все обтянуть. Вот для того, чтобы это ровненько было, вот эти складочки, ну, более ровными, я сейчас тоже окружность намечу себе так в воображении и пройдусь, соберу на нитку по окружности. Видите, я даже не рисовала, все на глазок. Где-то там, если у меня прям неровно по кругу, ничего страшного. Все равно приблизительно, вот я же по кругу все это прохожу. Вот так вперед иголкой все нанизываю на нитку. И сейчас соберу все это. А внутрь синтепончик положу. Вот таким образом. Вот. Вкладываю синтепон внутрь и затягиваю. Сейчас поправлю. Вот так затянула, обмотала еще потуже, чтобы все держалось хорошо. И закреплю. Так вот, сделаю пару стежков и узелок. Все, оторвала нитку. Такая у меня получилась заготовка. Сейчас я тут нитку белую возьму. Вот я здесь немножко с поля зрения ушла. Но вот я обмотала ниткой и потом начинаю перетягивать вот так вот. Делать дольки. Как, знаете, как тыковку делают. Сейчас я вернусь на место, будет видно. Вот так вот раз, перетянула. Пальчиком держу, замотала. И вот так долька за долькой я все перетянула на этом шарике. Завязала узелки, отрезала. Отрезала лишнее. И вот смотрите, у меня получилась чесночинка, вот такая головка чеснока. Но для большей схожести нужно сделать корешки. Я вот взяла нитку хбшную, она такого молочного цвета, не чисто белая. Ну, сюда идеально подойдет веревка джутовая. Ее тоже разрезать ножничками, кусочки такие нарезать небольшие, там по сантиметрику, может даже поменьше. И вот так вот понаклеить. Но у меня нет, я поэтому из того, что есть. Сейчас вот я вот так нарежу кусочки. Наклей, все это приклеится у меня. Ну а чтобы это пятнышко с корешками было как бы поярче, выделялось, я сейчас возьму обычную нитку катушечную. У меня есть такого, знаете, светло-коричневого цвета. И еще добавлю таких ниточек сверху, потому что эти как-то слишком светлые. Сейчас вот таких добавлю. Тоже вот я там намотала, свернула. Такой как бы клубочек ниток. Сейчас все это краешки разрежу. Клеем намажу. Вот
Плохо, конечно, не видно. Что-то я так увлеклась, что про камеру забыла. Ну, понятно, настругала, в общем, ниточек и приклеила. Вот, видите, и уже как бы более похоже на корешочки. Даже и хорошо, что они там разные, и потоньше, и потолще. И вот смотрите, я сделала 2 чеснока белых, а один из такой вот, она какая-то розовая, не знаю, или как светло-бордовая ткань, и она просвечивается. Но это органза, она очень красивая, переливается. Вот, смотрите, очень красивый цвет. Даже я не могу точно сказать, какой. Что это за цвет такой? Розовый, вроде не розовый, да, и бордовый не назовешь. Ну, вот такой вот какой-то чесночный. Цвет чеснока. Смотрите, как похоже. Вообще бесподобно. Прям вот чеснок настоящий. И дольки так выделяются. Вот здесь на камере на белом не очень видно, а вот на вот этом, на цветном, видно отлично. И я решила сделать вот такие вот листики немножечко. 4 штучки сейчас сделаю. 2 вот с этой стороны и по одному с другой стороны. Вот так вот я разрезала кусочек ленты по диагонали. Потом оплавила зажигалкой. И на клей тоже приклею. Вот можно из того, что есть дома, из тряпочек, из фурнитурки какой-то, из бижутерии, если у кого-то браслеты есть, можно сделать вот такую штуку для полотенчиков. Как бы украсить кухню. И на подарок пригодится. Впереди 8 марта. Можно сделать вот такой вот подарок. Для мамы, для дочки, для подруги, для бабушки. Мне кажется, что это любому человеку, любой хозяйке украсит кухню. Вот такой вот полотенцедержатель. Ну, как бы и вещь нужная. Вот, смотрите, как красиво. Мне очень нравится. Я один сделала, надо будет еще. И вот, например, хочу показать вот с длинной петелькой, если полотенце, то можно вот таким образом вставили и потом в эту петлю полотенце так просунули и затянули. И будет висеть. Вот. Не свалится, никуда не денется. Если же вы сюда, например, большое кольцо вставите, еще проще. Просто полотенце вот так просунете и будет висеть. Вот таким образом. Тоже красиво смотрится. Вот. Можно приспособить, например, какую-нибудь прищепку вот такую. Или же, как я говорила, колечко с прищепкой от занавесок. Или же канцелярскую. Ну, у нас рукодельницы все выдумщицы. Может быть, и еще что-то придумают. Смотрите, какая красивая штука получилась. Чеснок. Прям вот как настоящий, да? Чеснок. Вот я смотрю, прям чеснок. Красиво. Мне очень нравится. Так, вот еще хотела показать, тут тоже до меня дошло. Например, если обычное полотенчико с маленькой петелькой, то можно просто пришить вот здесь вот пуговицу чуть пониже петли. У меня, кстати, пуговица, видите, даже под цвет полотенца нашлась. Вот. И вот таким образом вставите в колечко и застегнули. Все. И тоже полотенчик держится. Смотрите, какая прелесть. Здорово. Вот если кому-то подарите, и какая память будет. Ну, хоть сколько прослужит там. Год провисит, и все равно хорошо будет радовать глаз. Конечно, все со временем надоедает.
Ну, я думаю, что на какое-то длительное время все равно это каждую хозяйку порадует. Вот такой вот сюрпризик. Теплый подарочек. Вот, смотрите, как красиво. А у меня на сегодня для вас все. Вот такая идея. Пишите, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. А я с вами буду прощаться. До встречи в следующем видео. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.